Аргентина отправила беременную женщину на Антарктиду, чтобы претендовать на часть Земли. Если вы здесь, нельзя не взять урок аргентинского танго. Эдуардо Эньякян, аргентинец, который имеет долю в 51 аэропорте в мире. 2 дня нужно, чтобы открыть фирму. 7 тысяч стоит эта услуга. И 12 тысяч уставной фонд. Мы находимся в квартале Ла-Пас. Оператор отказался снимать своей основной техникой. В Аргентине самый большой процент психиатров на душу населения. Аргентина стала первой страной в мире, где у ребенка 2 отца. Аргентина вторая страна в мире после Японии по количеству людей, которые болеют анорексией. 1800 винодельных заводов находятся в этой стране. Это 4-я страна в мире по производству вина. В этом выпуске вы узнаете, кто они, самые богатые и известные люди Аргентины, как открыть здесь бизнес и что посмотреть в этой стране. Начинаем! Аргентина отправила беременную женщину на Антарктиду, чтобы претендовать на часть Земли. Ее сын Эмилио Пальма стал первым человеком, родившимся на этом континенте. В Аргентине самый большой процент психиатров на душу населения. На 100 тысяч человек 145 специалистов. Если во время разговора аргентинец покрутит пальцем у виска, это не значит, что он считает вас сумасшедшими. Это значит, что он задумался над вашими словами. А мой оператор сказал, что ему иногда показывают жест «Охо», что значит «гляди в оба глаза», когда, например, вы идете по мокрому полу. Медицина в Аргентине не только бесплатная, но и необычная. От кишечных расстройств рекомендуется 7-Up, а незажившие раны посыпать сахаром. Аргентина стала первой страной в мире в 2012 году, где у ребенка 2 отца. Аргентинцы часто называют жителей Буэнос-Айреса «портнеос», что значит «жители порта». Учеба здесь длится более 10 лет, обычно заканчивают после 30, пары иногда идут до 12 часов ночи. Во время экзаменов и выпускного люди очень любят бросаться разной гадостью, как и парни, так и девушки. Почему? Я тоже спрашивал оператора, он не понимает. Он говорит, что типа ты откинулся, все, ты уже можешь делать то, что хочешь. Здесь чтение почему-то считается пустой тратой времени, а образование на достаточно низком уровне. Не знаю, насколько правда, но есть такой факт. В Аргентине дешевая недвижимость. Вы сможете купить квартиру за 100 тысяч долларов. Аргентинцев сложно назвать чистоплотными. Они часто ходят по дому в обуви, и в столице достаточно грязно. Но мой оператор с этим не согласен, потому что говорят, что по его опыту достаточно чистоплотные, моются даже по несколько раз на день, поэтому факт спорный. Hey. Диего Марадона – лучший футболист 20 века по голосованию на официальном сайте FIFA. И это первый футболист в мире, в честь которого названа церковь, куда ходит 60 тысяч человек. Лионель Месси – лучший бомбардир в истории Аргентины и футбольного клуба Барселона. Человек, который 3 раза получал золотой мяч. Эрнесто Че Гевара – латиноамериканский революционер, командор кубинской революции, родом из Аргентины. Папа Римский Франциск родом из Аргентины. Это первый папа с Нового мира, который стал Папой Римским. Когда-то он работал вышибалой в одном из клубов Буэнос-Айреса. Курино Кристиане – аргентинский мультипликатор-аниматор, первый в мире, который создал анимационный мультфильм из вырезанных из картона силуэтов. Кристина Фернандес – первый президент Аргентины. Подняла экономику на 50%, разрешила однополые браки, запретила курение в общественных местах. Кто смотрел «Отчаянные домохозяйки»? И у него точно нет никакого косоглазия. Габи? Да ладно, я замужем, а не в гробу. Я еще могу пофантазировать о соседе. Интересно послушать. О боже! Адриан Суар, продюсер этого сериала, родился в Аргентине. Ева Перон, любовница, а затем жена президента Хуана Перона.
Простая крестьянка, которая добилась небывалых высот. Ее боготворили местные жители. Адольфо Перес Эскуэль, аргентинский писатель, скульптор и художник, который получил Нобелевскую премию как борец за права человека в 80-м году. Факундо Арано, герой сериала «Дикий ангел», который транслировался в более чем 80 странах. Little bit. Many people from Police, yes, La Paz. Very beautiful district, but dangerous, yes. How often on this place something do it? Как часто? ¿Qué tan seguido pasa algo? ¿Algo tipo delito? Sí. Muy raro, no por esta zona, pero sí alrededor. Acá, justamente no, pero por alrededor es muy peligroso. Что? Not just here, but in surrounds, it's very dangerous. Yes. But here is not quite often. Here no dangerous. Here not. Название Буэнос-Айрес переводится как «добрый ветер» или «чистый воздух». В Аргентине женщины занимают первое место по количеству пластических операций. Но, секундочку, мой оператор, который встречался с девушкой с Венесуэлы, говорят, что матери, дочерям дарят операцию в подарок на 15 лет сделать грудь. Поэтому можно спорить. Гора Аконкагуа, самая высокая гора Южной Америки, находится здесь. 6960 метров. Я прилетел в Аргентину, чтобы подняться на нее. В Аргентине женская красота ассоциируется с попой. Здесь даже есть специальные конкурсы с номинацией на лучшую попу. Мы находимся в квартале Ла Пас. Оператор отказался снимать своей основной техникой Ронином, потому что здесь очень много полиции повсюду, и мне кажется, здесь часто происходит ограбление. Но несколько фактов мы хотим вам здесь рассказать. В Аргентине девушка считается взрослой с 15 лет, мужчина с 18 лет. Улицы Буэнос-Айрес небезопасны. Здесь постоянно происходят захваты заложников и ограбления банков. В Аргентине живет самое большое количество киноманов. Страна имеет самые высокие показатели просмотров фильмов на душу населения. Танго иногда называют занятием любовью в вертикальном положении. Первыми танцорами были портовые проститутки, которые этим танцем соблазняли мужчин. Аргентинцы максимальные индивидуалисты. Парень может ехать в автобусе, включить музыку громко вовсю. Даже если это тебе не понравится, это твои проблемы. Аргентинцы – веселые жители страны Маньяни. Если вы услышите это слово от вашего собеседника, не ждите выполнения его обещаний никогда. Люди здесь чаще живут сегодняшним днем. Когда мы взяли велосипед, я не проверил тормоза, и в один момент, когда мы начинаем снимать, мы начинаем ехать по дороге, бах-бах, а тормозов нет. Ведущий в Чили... Сори. Единственное, скажи, где сейчас снять деньги, чтобы мы сняли. Сняли, да? Сняли? Сняли. Снимаем, не снимаем, берем, не берем. Снято. Сняли. Семья Бульгероини владеет второй по величине нефтегазовой компанией в Аргентине. 5,5 миллиардов долларов, состояние 219 в списке самых богатых людей планеты. Альберто Ромерес производит лекарственные препараты, состояние 1,1 миллиард долларов. Эдуардо Энриакян, аргентинец, который имеет долю в 51 аэропорте в мире, доход от которых составил 1,2 миллиарда долларов, 960 в списке самых богатых людей в мире. Братья Карлос и Александр Болерон, 5,8 миллиардов долларов. Им принадлежит 40% компании Pan America Energy. Энергетический магнат Григорио Перес Кампанс обладает состоянием 1,5 миллиарда долларов. Мария Инес де ла Фуэнте ла Крозе, единственная женщина-миллиардер, 1,2 миллиарда. Аргентинский бизнесмен Эдуардо Константини. 60 лет назад тому начинал с продажи фруктов. Сейчас его компания строит элитное жилье в Буэнос-Айресе и Майами. Предприниматель по кличке Энди провел революцию в дистрибуции канцелярских товаров, получил инвестиции от Америки 50 миллионов долларов. Не знаю, насколько вам это интересно, а скажите, пожалуйста, потому что не повсюду есть достаточно известные люди. И интересен ли вам этот блог? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Гюставо Гробокопателя называют соевым королем Аргентины. Он создал бизнес с 1000 гектаров семейного маленького поместья
350 тысяч гектаров. Он зарабатывает более 1 миллиарда долларов в год. Альфредо Ябран. 3 миллиарда долларов оценивалось его состояние уже в 90-х годах, а тогда деньги стоили по-другому. Кроме сети отелей, охранных агентств, у него была компания, которая печатала государственные бланки. Например, даже бланки для паспортов. 3 главные вещи в жизни каждого аргентинца. Футбол, мясо и секс. Заметьте, первым идет футбол. Аргентина никого не депортирует. Даже тех людей, которые нарушают визовый режим или пребывают в стране нелегально. Самая длинная улица в мире находится в Буэнос-Айресе. Целых 20 тысяч номеров домов. Как и в Испании, здесь практикуется сиеста. На несколько часов офисы закрываются после ланча, обеда. Официальным языком в Аргентине считается испанский, но здесь говорят еще на более чем 40 диалектах. Аргентина вторая страна в мире после Японии по количеству людей, которые болеют анорексией. Здесь это 30% населения. Жители Аргентины очень урбанизированы. 92% населения живет в городах. В Аргентине есть уран, поэтому здесь занимаются ядерной энергетикой. Аргентинцы могут поцеловаться в щеку, даже если они знакомые. Я это увидел в аэропорту, когда выходил с самолета, женщина поцеловала стюардесс. Аргентина – это страна протестов. У них даже есть национальный праздник, во время которого люди не работают, они выходят на центральные улицы, идут с плакатами, перекрывая движение. В Аргентине. Аргентина производит более 3 миллионов тонн говядины в год. Это 3-й по величине показатель в мире. 1400 молочных ферм объединились в молочный кооператив Санкор. Оборот более 2 миллиардов долларов. Американский предприниматель Блейк Майкоски, путешествуя по Аргентине, увидел, что у многих детей попросту нет обуви. Так пришла ему идея создать Tom's Shoes, суть которого вы покупаете одну обувь в магазине, а вторую он высылает детям в бедные страны. Состоянием на 2012 год он выслал более 1 миллиона пар обуви детям в более чем 25 бедных стран. 1800 винодельных заводов находятся в этой стране. Это 4-я страна в мире по производству вина. Производитель сладостей Аркор, ведущий в Бразилии, Чили и Аргентине. 40 заводов, 29 находятся здесь. Экспортирует более чем 117 стран в мире. Платформа Effluenta привлекла в прошлом году более 8 миллионов долларов. Это платформа однорангового кредитования. 2 дня нужно, чтобы открыть фирму. 7 тысяч стоит эта услуга. И 12 тысяч уставной фонд. Налог на прибыль в Аргентине 35%. Барса – всемирно известная оружейная аргентинская компания. В год производит 60 тысяч единиц продукции, оборот 150 миллионов долларов. В Аргентине IT-специалисты дешевле, чем даже на Украине, по словам моего оператора. Поэтому имеет смысл делать аутсорс, аутстаф. По словам моего оператора, IT-специалисты здесь получают меньше, чем в Украине. Здесь на старте IT-услуги. Поэтому, если бы вы думали, каким бизнесом заниматься здесь, я бы на вашем месте смотрел сюда. Если нужно, я вас законнекчу со своим оператором-айтишником, и он вам может помочь как-то. Эмпанадос – самое популярное блюдо Аргентины. Пирожки со всевозможными начинками. Чаепитие чая мате – это настоящий обряд. С одной посуды, которая передается по кругу с помощью деревянной трубочки. Аргентина потребляет больше всего мяса в мире. На одного жителя в среднем 50 килограмм. 50 килограмм. Куда? Это родина вареной гущенки. Ее обожают здесь, рекомендуют туристам. И аргентинцы считают, что нет лучшего мяса, чем здесь. Мой оператор это подтверждает. Сегодня пойдем пробовать. Страусиное мясо очень популярно на юге Аргентины. Это одно из немногих мест в мире, где можно попробовать страусиное мясо эму и нанду. Любимая рыба, закуска у мужчин с Аргентины. Каналитос – это любимая рыба-закуска. Соус чимичури готовится из свежей зелени с добавлением чеснока и оливкового масла. Подается к любимому блюду аргентинцев – мясу, жареному на углях. Кордело ал Паоло
главное мясное блюдо Патагонии – жареный на вертеле барашек. Салат энсалада русо. Кто любит наше оливье, тому понравится это национальное аргентинское блюдо. В Аргентине вы найдете большое разнообразие макаронных изделий и соусов. Даже Италия не может похвастаться таким разнообразием. 275 водопадов на границе Аргентины и Бразилии стали знаменитостью после съемок «Индианы Джонс». Горнолыжный курорт Барилочи. Его называют аргентинским Куршавелем. В Аргентине есть земли под названием Патагония. Первым европейцем, который вступил на них, был Фернандо Магеллан. Его настолько поразила высота индейцев 80 сантиметров, что он назвал Патагон, что в переводе значит гигант. В провинции Санта-Крус находится парк, 30% которого покрыто ледниками. Там 47 ледников. Кладбище Реколета построено в 1732 году. Ну вы подумайте, кладбище, но все местные рекомендуют, в том числе и мой оператор. Мост женщины напоминает женщину и мужчину, которые танцуют танго. Получил свое название из-за многих улиц, которые находятся поблизости и названы в честь женщин. Он сам пешеходный, его длина 170 метров. С него мы начинали наш выпуск. Футбол в этой стране настолько важен, что школьникам, студентам даже разрешают пропустить занятия взамен на то, чтобы они посмотрели футбол. Мой оператор, который стал мне хорошим товарищем, рассказывал о том, что даже на работе обязательно должен быть телевизор. Если нет телевизора, люди скажут, что заболели или что-то еще, не придут на работу. Поэтому, если вы открываете фирму в Аргентине, обязательно купите телевизор. Ущелье Умуака. Здесь жили люди еще более 10 тысяч лет тому назад. Холм Семи Цветов. Это место образовано более 75 миллионов лет тому назад. И обязательно сходите туда. Маль-дель-Плата, Пирамар и Мирамар – популярные курортные города Аргентины. Я почувствовал настолько сильную связь с городом, которую я не чувствовал, например, на Ямайке, которую даже не чувствовал в Рио-де-Жанейро или в Сан-Паулу. Мне близок этот город. Чем он мне близок? Ну, сложно объяснить, наверное, масштабом, эти широкие улицы, высокие дома. Мне всегда ближе города, чем природа, хотя в большинстве людей наоборот. Если бы взять топ-10 городов, которые посетить в мире, Буэнос-Айрес я смело заношу в этот список. Хотя я не думал изначально, что он того стоит. В 20 веке Аргентина считалась 7-й в списке самых богатых стран в мире. Сейчас она только 54-я. В 1520 году Фернандо Магеллан прибыл к берегам Патагонии. И он обнаружил пролив, который соединял Тихий и Атлантический океан. Испанские исследователи, прибывшие в Южную Америку в 16 веке, предъявили права на несколько стран, в том числе Аргентину, которую в свое время колонизировал Педро де Ментоса. Аргентина провозгласила независимость от Испании 9 июля 1816 года. Ура! В 1891 году аргентинский криминалист Хуан Бучетич первый в мире, кто определил человека по отпечатку пальца. Между 1974 и 1983 пропало более 30 тысяч людей из-за военной диктатуры. Метро в Буэнос-Айресе было первое в Латинской Америке, открыто в 1913 году. Аргентина, как и США, считается страной эмигрантов. За 19-20 столетие сюда приехало 6,6 миллионов европейцев. Испанцы и итальянцы в большинстве. Первая радиостанция в мире появилась именно в Аргентине. Факт от Вика Луни с Инстаграма. В 2001 году была похожая ситуация, как в Украине. 4 раза обесценилась валюта, массовые протесты. Вдумайтесь, за 12 дней сменилось 4 президента. Те сбережения, которые люди держали в банке в долларах, банки обманули людей, сказали, что они в песо. Люди потеряли все. Сесть на поезд в Сальте, Tren a las Nubes, что в переводе с испанского «поезд в небеса». Вы поедете с Аргентины в Чили на высоте более 4000 метров. После Второй мировой войны лидеры нацистской Германии обитали именно в Аргентине. Это та страна, где обязательно нужно поиграть в футбол с аргентинцами. Они вас, правда, скорее всего, накажут, но это мелочь. Сейчас я нахожусь в одном из самых опасных районов Буэнос-Айреса, называется Ла Бока. Очень необычный район,
и один из самых старых Буэнос-Айреса. Здесь появились первые пожарные машины и первые добровольцы, которые вступили в пожарную службу во всей Аргентине. Ну и как не сфотографироваться возле стального цветка высотой 23 метра? Девушки, это для вас. Он закрывается ночью и открывается на восходе солнца. Заглянуть в глотку дьяволу. Так называют самый мощный водопад Игуасу. Если вы здесь, нельзя не взять урок аргентинского танго. Посетить вулкан Торнадор, 3500 метров. В Андах находится несколько вулканов. Каждый день заказывайте килограммовый стейк и запивайте вином из Мендосы. Пожить в одной из деревушек Чубут, прерываясь на 5-часовой валийский чай. Жителей этой деревушки называют выходцами с Уэльса. Это был выпуск о Аргентине, о Буэнос-Айрес. Я только сюда приехал, снял для вас 100 фактов. А дальше меня ждет Аконкагуа. До встречи.